29 июня нас с вами ждет пророческое новолуние в знаке зодиака Рак. Как правильно пережить это крайне опасный день без потерь? Далее, друзья, все более подробно в этом видео. Итак, 29 июня совсем близко наступит новолуние. И это новолуние будет в 8 градусе Рака и на развороте Нептуна на ретро-движение. Обращаем ваше внимание, что новолуние это 2 дня до новолуния и 2 дня после новолуния. Поэтому очень важно, чтобы вы до самого новолуния успели завершить все свои дела, возможно, какие-то проекты. А вот после новолуния 2 дня не спешите начинать что-то новое, потому что дни, идущие за новолунием, откроют нам новый цикл и зародят новые события. А события, которые с нами происходят на новолуние, будут и главной темой июля. Обращаем на это особое внимание. И чтобы вы могли понять, что же за сферы будут главными у нас в июле, нам нужно немножечко сделать небольшой анализ, и чтобы разобраться во всем детально. Итак, давайте начнем с того, что 29 июня новолуние у нас произойдет в 8 градусе знака зодиака Рак в 5 часов 52 минуты по московскому времени. Обращаем ваше внимание, что новый лунный цикл пройдет под влиянием черной луны. И это говорит о том, что, к сожалению, будут запущены определенные ложные цели, искажения, какие-то провокации, неуправляемые реакции, одержимость. И также будут проявления по темам, которые связаны со знаком зодиака Рак. Поэтому под ударом будут сферы, связанные с семьей, с домом, которые будут связаны с отношениями между детьми и родителями. Также это тема недвижимости, тема местопроживания, гражданства и патриотизма. Знак вообще зодиака Рак всегда отвечает у нас с вами за дом, за семью, за достаток. Поэтому у каждого из нас на данном этапе жизни может зародиться новая жизненная ситуация или новое стремление к созданию своего безопасного пространства. Кому-то захочется, например, придет осознание после новолуния или в само новолуние о том, чтобы создать семью. Кто-то захочет благоустроить свой дом или квартиру. Кто-то решит переехать, арендовать жилье или купить жилье. У кого-то проснутся родительские чувства, и кто-то захочет помочь другим людям. Также актуальными будут у нас с вами отдых и путешествия. Но обращаем ваше внимание, что напряженный аспект к Юпитеру может принести слишком завышенные ожидания, переоценку своих сил и финансовых возможностей. Также могут быть и пустые обещания, какая-то может быть неадекватная оценка. К тому же люди будут лентяйничать. Также могут быть крупные траты и переедания, поэтому пересмотрите свое питание. Также обращаем ваше внимание, если вы планируете отпуск, делать какие-то покупки, ремонт, переезды, особенно за границу, то очень важно, что вы тщательно все продумали, желательно до мелочей. Не надейтесь на авось и ни в коем случае не впадайте в крайности. А вот гармоничный аспект к Венере принесет удачу и даст надежду на лучшее, потому что это могут быть, например, достаточно удачные контакты с иностранцами, это может быть новое сотрудничество, также могут быть новые поступления и в подарки. И в июле важно будет соблюдать баланс между удачей, обращаем на это ваше внимание, новыми возможностями и своим реальным положением дел. Обращаем ваше внимание, что в какой-то стемпеле карта новолуния, если рассматривать ее в плане символов, это то, что новое зарождается в мире в начале лунного цикла. Потом будет расти, созревать и, конечно же, дает свои плоды.
Поэтому вы так же самое в своей жизни можете даже помочь чему-то новому появиться, родиться, если вы, конечно, будете своими действиями, мыслями направлять правильно энергию в нужную для вас именно в сторону. Обращаем ваше внимание, что главные все-таки темы новолуния – это дом, семья, дети, также наш род, материнство и эмоциональность. И именно это новолуние будет вытаскивать у всех самые болезненные, потайные или неудобные штуки именно в этих темах. Поэтому у многих людей будет риск скатиться на обиды, например, на родителей, на своих каких-то партнеров, на начальство на работе и так далее. Постарайтесь вот от этой темы уходить. Далее кто-то решит стать почему-то состоянием жертвы. Ну, что я маленький, я беззащитный, а вот все вокруг пытаются мне принести зло и так далее. Уходите от состояния жертвы, потому что ничего хорошего, кроме болезней в свою жизнь и проблем, вы не принесете. Также, пожалуйста, обращаем внимание, что может проявиться усиление созависимости, поэтому это может быть связано, например, с едой, с отношениями. Также созависимость может быть по отношению к телевизору, к чему, без разницы, к любому. Также обращаем ваше внимание, что вот все тайное, которая начнет зарождаться в конце июня, к середине июля станет явным. При этом очень станет явным внезапно. Обращаем на это ваше внимание. Также обращаем ваше внимание, что в само новолуние не стоит работать в огороде, также занимать и брать деньги в долг, заключать крупные финансовые сделки. Обращаем ваше внимание, что все возможные процедуры красоты желательно перенести на другой день. Также желательно 29 и 30 июня уделить время себе. Чем вы можете заниматься? Например, займитесь медитациями, практиками, начните читать молитвы, постарайтесь отдохнуть и набраться сил. Новолуние также достаточно благоприятно для встреч с друзьями и примирения с близкими людьми. Напоминаем всем, что до 13 июля у нас с вами будет Луна расти, а в этот период, в благоприятные дни, можно и нужно начинать новые важные дела, потому что планета бизнеса и торговли Меркурий продолжает набирать скорость, поэтому те события, которые мы с вами инициируем в это время, будут наиболее результативными. И самое главное, что вы должны знать на ближайшие 2-3 недели после новолуния. Пожалуйста, смотрите на все только реалистично, без каких-либо иллюзий. Не ставьте перед собой какие-то недостижимые цели, задачи. Не обещайте другим людям то, что вы не можете выполнить. Также, если вы планируете брать кредиты, одалживать деньги, будьте осторожнее намного. Получается, лучше вообще не берите, а вот если бывает форс-мажор, все-таки просчитайте все плюсы и минусы, и как вы будете рассчитываться. Также не принимайте участие в никаких финансовых авантюрах. Также не самое лучшее время будет для решения вопросов через государственные учреждения. И, друзья, обращаем ваше внимание, что в само новолуние вы можете провести очень простую практику, которая вам поможет открыться и привлечь изобилие, достаток и благополучие. Итак, как мы уже сказали, новолуние произойдет 29 июня ранним утром, поэтому вы уже 29 июня вечером проведите эту практику. Что мы с вами делаем? Вам нужно собрать все купюры, которые у вас есть в доме или в квартире. Хорошенько поищите по всем своим карманам, по всем своим кошелькам. Далее возьмите эти деньги и бросьте в воздух над собой. Знаете, представьте себе, что это ваш денежный дождь. Когда купюры упадут на пол, соберите их и сложите в стопочку.
Далее встаньте на колени и соберите купюры с любовью и благодарностью. Такую практику нужно за один раз делать 3 раза. И обращаем внимание, таким образом вы запускаете денежные энергии. Вот, друзья, у нас с вами будет такое вот достаточно, с одной стороны, сложное новолуние, но теперь вы знаете на те моменты и те события, которые могут происходить, и, конечно же, вы можете действительно изменить свою жизнь к лучшему, потому что июль все-таки достаточно интересный будет месяц, месяц достаточно кардинальных для кого-то изменений, также в мире будут происходить определенные ситуации. Конечно же, иногда нам будет казаться, что уже все, ничего не получится, но вы знаете, в июле очень много мы будем с вами ходить, вот знаете, вот по острию, неважно чего, вот по острию чего-либо, и мы будем казаться, мы сейчас упадем, но нет, последнюю секунду, последний момент будут появляться новые события, люди, возможности, мы будем видеть, что да, все в нашей жизни осуществимо и возможно. Главное, чтобы вы сами верили и чувствовали, что все реалистично в нашем мире.